Здравствуйте! Все, что вы услышите далее, носит исследовательский характер. Этот материал создан на стыке древних духовных практик, современной психологии и мистического опыта. Это не призыв к действию, а приглашение к размышлению. Легенды и гипотезы будут обозначены как таковые. Каждую ночь вы закрываете глаза и проваливаетесь во тьму. 8 часов. Треть жизни. Для большинства из нас это просто биологический отдых, хаотичный набор образов, который мозг услужливо стирает к утру. Мы отмахиваемся от этого, говорим «это всего лишь сон». Тьма — это не пустота, это холст. Мы привыкли считать сон пассивным отдыхом, провалом в небытие, но сама природа сознания отрицает пустоту. Сон — это его активнейшая фаза. Это вход в личную мастерскую, где обнажаются коды нашей реальности. И в этой мастерской мы не просто зрители. Мы — архитекторы, способные эти коды переписать. Мы боимся своих снов. Мы игнорируем их. Но древние тибетские монахи, египетские жрецы и современные юнгианские аналитики видели в этом нечто большее. Они видели язык, систему кодов. Сегодня мы не будем говорить о сонниках, которые пытаются подогнать ваш уникальный внутренний мир под общий шаблон. Мы поговорим о забытой практике управления реальностью через сон, о том, как научиться читать эти коды и, возможно, начать писать свои. Добро пожаловать в Аркана Визио. Чтобы понять, как взломать сон, нам нужно понять его архитектуру. С точки зрения науки все довольно просто. Наш сон делится на две большие фазы. НРМ, или медленный сон, это глубокий отдых, восстановление тела. А затем наступает РЭМ-фаза, или сон быстрого движения глаз, БДГ. В этот момент ваш мозг включен почти как при бодрствовании, но тело парализовано. Это и есть наша главная сцена для сновидений. Наука говорит, в этой фазе мозг обрабатывает воспоминания, сортирует эмоции, чистит кэш от ненужной информации. Это научный взгляд. Но эзотерический взгляд видит картину глубже. Для мистика РЭМ-фаза — это не просто обработка данных. Это фаза, астральный порог. Состояние, когда наше сознание временно отделено от жестких рамок физического тела и наиболее гибко. Оно готово воспринимать информацию из более тонких слоев. А теперь давайте синтезируем. Что если обработка воспоминаний, как говорит наука, и путешествие по информационному полю, как говорит мистика, это просто разные слова для одного и того же? Сон — это уникальное состояние, где жесткие рамки вашего «я» и внешнего мира «не я» временно растворяются. Но если это так, почему мы не помним 90% этих путешествий? Потому что мы не умеем их кодировать. Мы не умеем переводить этот опыт из эфемерного мира в нашу долговременную память. И поэтому первый шаг к управлению — это запись. Прежде чем что-то записывать, нужно понять язык, на котором с нами говорят. И этот язык — не слова. Почему популярные сонники бесполезны? Они усредняют ваш личный, глубоко интимный опыт. Например, видеть рыбу. Для одного человека, выросшего в христианской культуре, это может быть архетип жизни, символ веры. Для второго, у кого есть страх воды, это будет символ чего-то холодного, скользкого, чуждого.
Ваш сон уникален. Великий психолог Карл Густав Юнг предположил, что сны говорят с нами на языке архетипов. Это универсальные иконки нашей общей глубинной памяти. Это не конкретные образы, а скорее контейнеры для смысла. Давайте рассмотрим 3 ключевых кода, которые появляются чаще всего. Первый код — вода. Вода — это почти всегда ваши эмоции, ваше подсознание. Какая она в вашем сне? Бурная, неконтролируемая река, которая вас несет. Это могут быть неконтролируемые эмоции. Глубокое, темное, неподвижное озеро? Возможно, это скрытая, подавленная часть вас, ваша тень, в которую вы боитесь заглянуть. Второй код — дом. Дом во сне — это ваше «я», ваша структура личности. Если вы во сне исследуете свой дом и вдруг находите новые неизвестные комнаты, это часто означает открытие в себе новых черт, талантов или возможностей. А вот ветхий заброшенный подвал, куда вы боитесь спуститься, это, как правило, подавленные травмы, то, что Юнг называл тенью. Третий код — преследователь. Это один из самых частых кошмаров. Кто-то гонится за вами, а вы не можете бежать. Почти всегда этот преследователь — это ваша собственная тень. Та часть вас, которую вы отказываетесь принять. Это может быть ваша подавленная агрессия, ваши амбиции, ваш страх. И убежать от него во сне так же бесполезно, как и в жизни. Единственный способ победить его — это остановиться и повернуться к нему лицом. Понимание этих кодов — это пассивное чтение карт вашего сна, но можно перейти и к активному диалогу. К практике. Итак, практика первая. Назовем ее протокол «Якорь». Как мы уже говорили, мы забываем сны, потому что наш мозг по умолчанию считает их мусором. Наша задача — доказать ему обратное. Мы должны проложить нейронную связь между миром сна и миром бодрствования. Для этого нужен простой ритуал. Шаг первый — намерение. Перед тем, как заснуть, вы кладете у кровати красивый блокнот и ручку. Именно те, что вам нравятся, это важно. Вы берете их в руки и произносите, вслух или про себя: «Сегодня я запомню свой сон. Это важно для меня». Вы создаете намерение. Шаг второй — неподвижность. Это самый важный шаг. Когда вы проснулись, неважно, посреди ночи или утром, не двигайтесь, не открывайте глаза, не тянитесь за телефоном. Любое физическое движение сбрасывает оперативную память сна. Вы остаетесь абсолютно неподвижны. Шаг третий — обратный просмотр. Лежа неподвижно, с закрытыми глазами, вы отматываете сон назад. Зацепитесь за последний образ, который помните. Что было до него? А до него не анализируйте, просто вспоминайте, как будто вы медленно вытягиваете золотую нить из тумана. Шаг четвертый — запись. Только после того, как вы поймали сюжет, вы открываете глаза, берете блокнот и записываете. И еще один важный нюанс — пишите всегда в настоящем времени. Не «мне приснилось, что я шел по коридору», а «я иду по коридору». Это переводит опыт из категории «фантазия» в категорию «факт». Вы закрепляете, якорите этот опыт в реальности. Уже через неделю такой практики вы заметите, что ваши сны стали ярче, длиннее и логичнее. Вы подали сигнал своему подсознанию. Этот канал связи важен. Я слушаю. Когда вы научились запоминать, можно переходить к следующему шагу — к осознанным сновидениям. Что такое осознанный сон, или ОС? Это тот самый момент, когда вы находитесь во сне и вдруг понимаете: «Постойте,
Это же сон. В этот миг вы из пассивного актера, который просто смотрит кино, превращаетесь в режиссера. Но есть проблема. Во сне наш критический ум спит. Если во сне мимо вас пролетает синий слон, ваш мозг просто говорит: «Окей, бывает, синий слон». Он не видит парадокса. Наша задача — натренировать этот критический ум, чтобы он включался и во сне. Для этого используется техника, которую можно назвать критическая ошибка или проверка реальности. Мы должны довести эту проверку до автоматизма. Вот ритуал проверки, который вы должны выполнять в состоянии бодрствования. Днем 10-15 раз в день. Вы должны останавливаться и задавать себе один и тот же вопрос. «Я сплю?» Но не просто спросите, вы должны совершить действие. Вы должны искренне попытаться доказать себе, что вы не спите. Какие это могут быть проверки? Первое. Посмотрите на свои ладони. Внимательно. Сосчитайте пальцы. Потом отвернитесь и посмотрите снова. Во сне ладони — один из самых нестабильных объектов. Они плывут, меняется количество пальцев, линии искажаются. Второе. Попробуйте прочитать текст. Любой. Прочитайте, отвернитесь и прочитайте снова. Во сне текст почти всегда изменится. Он не может оставаться стабильным. Третье. Попробуйте дышать с зажатым носом. В реальности это невозможно. Во сне — запросто. Ваша задача — довести эту привычку до полного автоматизма. 10, 15, 20 раз в день. И вот что произойдет. Однажды ночью, когда в вашем сне случится что-то странное, тот самый синий слон, ваш ум по привычке на автопилоте задаст вопрос: «Я сплю?» Вы посмотрите на свои ладони, и реальность сна сломается. Вы осознаетесь. Итак, вы проснулись внутри сна. Что делать дальше? Большинство людей, впервые осознавшись, просто начинают летать, проходить сквозь стены или исполнять сиюминутные желания. Это весело, спору нет, но с точки зрения нашей цели это бесполезно. Мы здесь для работы. Осознанный сон — это не парк аттракционов, это мастерская. В этот момент вы получаете прямой, чистый доступ к своему подсознанию, к своей операционной системе. И вы можете загрузить в него новые программы или задать самые важные вопросы. Я поделюсь с вами техникой, которую мы назовем «храм намерения». Она основана на методе МИЛТ. Это техника, которая работает через ваше намерение. Шаг 1. Формулировка. Перед сном, еще до того, как вы заснули, вы должны четко сформулировать задачу или вопрос, который хотите решить. Не расплывчато, конкретно. Например, «Я хочу найти истинную причину моего страха публичных выступлений». Или «Я хочу получить ясную идею для моего нового проекта». Шаг 2. Визуализация, инкубация. Засыпая, вы начинаете визуализировать. Вы представляете, как вы входите в свой личный храм намерения. Это может быть что угодно, что отзывается лично вам. Древняя библиотека, тихая пещера, храм на вершине горы. Внутри вы встречаете хранителя. Это может быть образ мудреца, тотемного животного или просто светящаяся фигура. Это ваш архетип мудрости. Шаг 3. Запрос. Вы подходите к этому хранителю и задаете свой сформулированный вопрос. Четко и с уважением. Шаг 4. Принятие. Не ждите немедленного ответа. Вы посеяли запрос. Вы просто засыпаете с этим намерением. Результат?
Ответ может прийти в эту же ночь. Вы можете осознаться во сне, и этот хранитель даст вам прямой ответ или покажет символ. Либо, и так бывает даже чаще, ответ придет на следующий день в виде внезапного озарения, инсайта, пока вы моете посуду или едете в автобусе. Вы загрузили запрос напрямую в подсознание, и оно обработало его, выдав вам готовое решение. Сон — это не тьма, это портал. Язык символов помогает нам читать карты этого мира. Практика якоря учит нас запоминать пройденные маршруты. Проверка реальности дает нам ключ от двери. А храм намерения позволяет нам не просто путешествовать, а возвращаться оттуда с настоящими сокровищами. Но главный секрет кодов сна не в том, чтобы научиться летать или менять реальность во сне. Главный секрет в том, что, научившись осознанности там, вы неизбежно привносите ее сюда. Вы начинаете замечать коды в реальной жизни, значимые совпадения, повторяющиеся сценарии в поведении людей, знаки. И в какой-то момент вы задаете себе главный вопрос. А та реальность, в которой я сейчас, она точно не сон? Но это уже совсем другая история. Какая самая странная проверка реальности сработала у вас? Или какой повторяющийся символ вы чаще всего видите в своих снах? Поделитесь вашим опытом в комментариях. В этом пространстве ваш опыт может стать ключом для кого-то другого. И подпишитесь на Аркана Видео, чтобы вместе продолжить это погружение.